Итак, друзья, давайте приступим и будем двигаться от меньших масштабов к большим. Также хочу сказать, что здесь я расскажу обо всех моделях, на которые еще не вышел релиз у меня на канале. Поэтому посмотрим даже на практически готовые. И вот она, первая модель, как раз из их числа. Это у нас AC40 на базе ZIL-130 от AVD Models. Модель мы собирали на стримах, она уже полностью готова, но релизного видео так и не вышло. Так что эта пожарка занимает первое место в нашем списке. Кроме самого релизного видео, к этой модели я хочу смонтировать еще небольшой ролик с нарезкой со стримов, а также со слайд-шоу. То есть немного вспомним, как модель собиралась. AC40 открывает наш список, ну а мы движемся дальше. Следующая модель и снова AVD Models. Это у нас шнекороторный снегоочиститель D210 на базе ZIL-131. Моделька уже частично собрана. По большей части это касается рамы. Вот так вот она выглядит. Здесь также влез немного в доработки. Сделал имитацию тормозных трубок. Вот таким вот образом это получилось. Хотя, честно говоря, на 72-м масштабе это далеко не самая необходимая вещь. Вот даже можно сравнить, как смотрится донышко абсолютно без доработок. Оно здесь получается достаточно насыщенным и смотрится очень здорово. Поэтому трубки это уже такое себе излишество. Хотя, конечно, когда закончим снегоочиститель, уже сможем полноценно их сравнить. Но даже если не обращать внимания на тормозные трубки, эта модель все равно требует ряд доработок. Но об этом мы уже поговорим в соответствующих роликах. Сейчас только хочу добавить, что это была первая модель, которую я начал, когда получил 72-й масштаб от AVD Models. Уж очень интересно было пощупать в пластике те модельки, к которым я составлял инструкции. Но в итоге вышло так, что этот снегоочиститель был отложен, а на стриме мы собрали AC40. Так что эта модель занимает место в нашем списке. Кстати говоря, первая серия по этой модели уже отснята, так что как только подойдет ее очередь, то я сразу же выложу это видео на YouTube. Сразу не стал выкладывать, поскольку не хотелось большого перерыва между сериями. Решил выложить уже тогда, когда буду уверен, что точно доведу этот проект до конца. Переходим теперь к следующей модели. И это все еще 72-й масштаб. На этот раз ГАЗ-6173. Эта модель была у меня на обзоре, и в конце видео я добавил несколько фотографий со стройки. Вообще собирать эту модель я начал еще до того, как решил показывать стройки на своем канале. Поэтому еще она и не засветилась. Ну а приобрел я ее одной из первых просто из любопытства. Интересно было посмотреть, как выглядят машинки в 72-м масштабе. Давайте, кстати, на нее и посмотрим. Вообще обзор на эту модель это было мое первое видео на YouTube, еще на старом канале. Ну а сейчас я перезалил его на нынешний. Давайте посмотрим на эту замечательную модель. Собственно, сходимость деталей это одна из причин, по которой она была отложена. В то время, когда я ее начал, у меня не было ни достаточного опыта, ни инструментов, и я даже не особо себе представлял, с какой стороны к ней подступиться. Как видите, состыковать кузов, крышу, крылья – это та еще задачка. Но сейчас, я думаю, это у меня получится. Это вот к слову о том, что нельзя выбирать первой моделью такие вот некачественные образцы. Пусть они дешевые и привлекательные, но в сборке могут доставить массу проблем. И уже только набравшись опыта, можно браться за такие перепилы. Иначе, увидев такую конструкцию, можно отложить не только модель, но и весь моделизм на неопределенное время. Ну что ж, полноприводный газик отправляется в наш список. И еще есть у меня пара моделей в 72-м масштабе, которые формально начаты. Но начаты они были только для того, чтобы протестировать стапель. Поэтому в список я их не вношу, но если вам они особенно интересны, то пишите в комментариях. Я обязательно обращу на это внимание, и если модели будут особенно популярны, то мы займемся ими, не дожидаясь окончания всех долгостроев. Здесь у меня Ми-24 от Звезды и Як-40 от Mars Models.
Если вы смотрели обзоры на авиационный стапель от Laser Model Graver, то наверняка знакомы с этими моделями. Переходим к следующему масштабу. Это 1 к 43. И хочу сказать, что 43 масштаб – это самый настоящий парадокс. Поскольку ролики с этими моделями имеют высочайшую популярность у меня на канале, но по какой-то неведомой причине я никак не могу закончить эти проекты. Так что если вы хотите увидеть поскорее финал по 43 масштабу, то голосуйте за понравившийся проект. Ну а мы рассмотрим все по порядку. Первый и самый давний проект – это ВАЗ-2103, всем известная тройка от Диагостини. Журнальная серия «Автолегенды СССР». Начат этот проект был еще на моем старом канале, и о нем до сих пор интересуются. Я очень благодарен всем тем, кто помнит и ждет настолько давние проекты, и надеюсь, что я смогу добраться до них как можно скорее и не разочарую вас финалом. Ну а что касается тройки, здесь все начиналось как достаточно банальная доработка, но чем дольше я на нее смотрел, тем больше видел всего того, что стоит доделать или переделать. В итоге пришел к мысли, что нужно модель перекрасить. Главным образом вот по этой причине. Вот посмотрите, какие здесь огромные отверстия под дворники. И дело даже не в том, что они настолько большие, дело в том, что они не на своем месте. Вот здесь вот, например, рядом находится отверстие, где на самом деле должен быть установлен стеклоочиститель. Так что даже если я сюда установлю фототравленные дворники, то смотреться это будет не очень хорошо. Тем более, что отверстие находится прямо на расшивке. Ну и кроме того, за все это время у меня появился еще некоторый автомаркет для этой модели. Так что троечку мы украсим гораздо больше, чем планировалось изначально. Еще меня очень донимает идея обивки потолка, но, честно говоря, это такая деталь, которая ближе к тем самым сусликам. Увидеть потолок на собранной модели – это еще надо постараться. Так что, наверное, пока я это делать не буду, но, возможно, в будущих моделях найду способ. Ну а сейчас я понимаю, что эта затея меня еще больше будет тормозить. Здесь достаточно перекраса и того автомаркета, который я уже приобрел для нее. Переходим к следующей модели. А следующая модель – это не что иное, как МАЗ-6422. Это популярнейшая стройка на моем канале, и я даже не представляю, почему я до сих пор его не закончил. Дело в том, что у меня даже отснят весь материал, и осталось буквально собрать без клея несколько деталей и установить кабину на раму. Одним словом, последние пару шагов совсем безбожно затянулись. Я здесь даже не буду показывать кабину, чтобы не заспойлерить ролик. И если вы хотите увидеть завершение этой модели как можно скорее, то вы знаете, что нужно делать. А мы идем дальше. И следующая модель – это снова МАЗ. Но на этот раз самосвал МАЗ-530. Огромная карьерная машина, и начатая эта модель была примерно в одно время с тягачом. Примерно по одним и тем же причинам обе модели были отложены. Как-то все закрутилось, завертелось, отвлекся, наверное, на какие-то новинки, и вот до сих пор не могу вернуться к этим проектам. Здесь модель в таком состоянии, что требует практически только сборки. Единственное, что нужно покрасить еще салон. А так вот, как видите, все элементы ходовой части, колеса, рама, крылья. В другой коробке лежит кузов. Все это уже покрашено и готово к установке. Красилась модель еще автокрасками Босни. Здесь вот вижу несколько недочетов в плане покраски. Надо будет это как-нибудь устранить. Но я думаю, когда доберемся до проекта, решим. Перекрашивать уж точно не буду. Еще вот заметил один нюанс касательно старых проектов. Собирались они все-таки уже достаточно давно, и тогда у меня был совершенно другой опыт и другой подход к моделизму. Глядя вот на них сейчас, это вот особенно бросается в глаза. Замечаешь какие-то ошибки, какие-то решения, которые сейчас бы уже не использовал. И, по сути, переделывать уже поздно, и поэтому приходится, можно сказать, мысленно возвращаться в то состояние и доделывать модель, исходя из тех соображений.
Возможно, это одна из причин, почему давние проекты откладываются все дальше и дальше. Итак, это у нас был МАЗ-530, и движемся дальше. И далее у нас снова 43-й масштаб, и это пригородный автобус КАВС-3976. О проекте, наверное, мало кто знал, насколько я помню, фотографии засветились только в Инстаграме, и то мельком и довольно давно. Модель я начал когда-то на Group Build и надеялся за счет такой простоты доделать ее как можно скорее. Но что-то опять пошло не так, где-то отвлекся, и вот она до сих пор стоит в грунте. Кстати говоря, первая серия уже записана и смонтирована, так что как только до этой модели дойдет очередь, сразу видео появится на канале. Сам этот автобус очень простой, изначально я его планировал делать вообще без доработок, то есть тут буквально установить донышко, крышу, поставить сиденье и модель готова. Но сейчас я уже понимаю, что сроками грубилда я не стеснен, поэтому можно заняться немножко и некоторыми доработками. Сильно углубляться не буду, но буквально самую малость по салону хочу сделать. Здесь детализация довольно бедноватая, а окна достаточно большие, поэтому некоторые самые заметные мелочи я все-таки постараюсь воссоздать. Но в целом без фанатизма. Тоже хочется эту модель поскорее закончить. Кстати, вот к слову о внимательности тогда и сейчас. Здесь вот хорошо виден стык от половинок пресс-форм на металле. Это обязательно нужно будет удалять. Также вот здесь полукруглый раз, полукруглый два. Здесь вот уже начал зачищать, но это совсем недавно. И вот на противоположной стороне тоже след от половинок пресс-форм. Честно говоря, даже не знаю, как они так остались. Возможно, спешка, возможно, без грунта их было не так хорошо видно, и я бы их в любом случае удалил. Но как бы там ни было, перед дальнейшей работой нужно будет провести работу над ошибками. По идее, эта модель уже подготовлена под покраску, но, как видите, часть деталей нужно будет еще проверить, а потом дополнительно пройтись грунтом. Но это уже будет во второй серии постройки этого автобуса. Переходим к следующей модели. И далее у нас на очереди 35-й масштаб. Здесь как бы должен быть трамвай, но его не будет, поскольку финальное видео я уже отснял, и как раз пока будет идти голосование, я его и выложу. Ну а в наш опрос попадает подставка и аксессуары, то есть вот такой вот участок мостовой с рельсами. Здесь также будут добавлены столбы, ограждения, лавочки, одним словом, все аксессуары из набора. Я думаю, откладывать подставку далеко не стоит, все-таки трамвай не автомобиль и без рельс смотрится не очень хорошо. Так что записываем эти аксессуары в долгострой. Как видите, работа над подставкой уже начата, и у меня даже есть какое-то видео по ней. Но надо будет еще его пересмотреть, и там уж я решу, выкладывать или нет. В принципе, сделано не так много, и можно все это рассказать на словах, а снимать уже сразу на новую камеру. Одним словом, подставка и аксессуары в нашем списке, а мы идем дальше. Раз уж заговорили за трамвай, хочу показать еще один смежный с ним проект. Это набор фигурок экипажа и пассажиров. Вот они, 5 загрунтованных персонажей. Ну, все остальные немножко из другой оперы, и к ним вернемся позже. Фигурки эти я уже собирал на канале, и по большому счету собирал их только вот ради этого персонажа. Я планирую его использовать как некий ориентир для масштаба. То есть, фотографируя его рядом с моделями или аксессуарами, будет гораздо понятнее, какого размера в реальности тот или иной объект. Но раз я уже рассказываю обо всех своих долгостроях, то эти фигурки также попадают в наш список. Тем более, что на роль ориентира у меня недавно появился другой претендент. Но об этом расскажу в другом ролике. Также в этой коробочке, как видите, есть часть как бы начатых аксессуаров. Это у нас кирпичи, как вы помните, которые мы делали в обзоре на строительные аксессуары. Здесь же катушка, деревянный брус, фауст-патроны в ящике. Все это я собирал в качестве теста на обзорах. В наш список долгостроев эти аксессуары не попадают, но я также их думаю делать параллельно с моделями. Точнее, наверное, в перерывах между ними.
тоже не хотелось бы, чтобы эти замечательные мелочи залеживались. Ну а как я и сказал, из этой коробочки в список долгостроев попадают фигурки экипажа и пассажиров трамвая. Перейдем к моделям со стримов. Первая модель — это танк Т-54-1 от MiniArt. Модель полностью завершена и даже успела съездить на выставку, но релиза на нее так и не было. Но уже сейчас я обнаружил здесь несколько ошибок, и перед релизным видео будет некая работа над ошибками. Ну а потом уже итоговый ролик. Также еще скорее всего сделаю слайд-шоу о сборке модели. Фоток накопилось огромное количество, так что я думаю, стоит их вам показать. Кстати, кто заметил, что с этим танком не так, пишите в комментарии. Следующая модель — это ГАЗ-2А. Его мы тоже делали на недавних стримах, и сейчас он представляет собой вот такую вот полуокрашенную модель. Где-то еще остался грунт, но какие-то детали уже были покрашены. Прекратил я проводить по нему стримы, отчасти из-за нехватки времени, а отчасти потому, что показывать покраску оказалось довольно проблематично. У меня не всегда получается победить аэрограф, и поэтому довольно много времени тратится впустую. Я думаю, это не интересно вам, да и утомительно для меня. Поэтому я решил всю покраску проводить уже офлайн. Когда мы немного разгребемся с долгостроями, я стримы возобновлю, но скорее всего это будет только сборка. Хотя к тому времени, возможно, уже и приручу аэрограф. Как бы там ни было, грузовичок ГАЗ-2А занимает место в списке. Следующая модель, которая также, можно сказать, пала жертвой моей неопытности, это вот такая вот реактивная немецкая артиллерия. Эта модель также собиралась на стримах, и, как видите, она практически завершена. Единственное, что здесь осталось сделать, это немножко доработать смывку, покрыть все лаком и, возможно, добавить какие-то эффекты. Заключительные несколько стримов по этой модели были достаточно однообразные. Я в основном работал со смывкой, и какого-то ощутимого прогресса в этих роликах не было. Я считаю, что это не особо хорошо для стрима, и поэтому решил заканчивать эту модель офлайн. Здесь, кстати, был целый ряд экспериментов со смывкой, и отчасти по этой причине вся эта история затянулась. И теперь вот эта модель перекочевала в коробочку и ждет своего часа. Так что если вам интересна немецкая артиллерия от MiniArt, то голосуйте за этот проект. Следующая модель со стрима — это Mercedes Type 170V. Вот такой вот замечательный четырехдверный седан. Коробочка здесь от старого издания, но модель я собираю по новой инструкции. Одним словом, этот Mercedes у меня будет в образе такси. Прекратил я его собирать на стримах, поскольку в силу некоторых обстоятельств у меня резко поубавилось времени. И к нему я так и не вернулся, еще по той причине, что слишком заморочился с доработкой. То есть здесь я решил делать имитацию тормозной системы, решил делать петли на дверях. Вот видите, как раз эта пассажирская дверь уже заготовлена под такую доработку. И опять же, все эти действия для онлайна оказались не слишком подходящими. То есть времени тратилось много, и необходимо было что-то обдумывать, где-то экспериментировать, и таким образом онлайн-прогресс сильно не двигался. А это опять же не совсем то, что я хочу показывать на стримах. Хотелось бы видеть гораздо больший результат к концу эфира. Так что, к слову о том, что я теперь планирую на стримах только сборки, добавляется еще тот факт, что никаких доработок в эфире не будет. Ну разве что кроме тех, которые для меня станут как само собой разумеющиеся. Как я и сказал, хочется двигаться в эфире быстро и показывать максимальный результат, чтобы интереснее было смотреть. А залипание и раздумывание над каждой деталью – это не совсем то, что нужно. Так что наш Mercedes такси отправляется в список и ждет своей очереди. Следующая модель очень давняя, если вы ее помните, пишите в комментарии. Это Mercedes G4 от ICM. Ее я начал, когда ждал краску для Opel Capitan. В итоге отснял первую серию, выложил на канале,
Потом занялся уже капитаном, ну а после был трамвай, и дальше как-то все завертелось. Ну а Мерседес остался где-то за бортом. Уже по прошествии какого-то времени я вернулся к этой модели, как видите, загрунтовал некоторые детали, даже покрасил двигатель, но опять все немножко заглохло. Сейчас у меня есть отснятый и смонтированный ролик и следующая серия в процессе записи. Так что, как и с некоторыми другими моделями, как только этот проект будет выбран, сразу же на канале появится следующая серия. Ну а дальше уже будем собирать в реальном времени. Кстати, вот насколько я помню, эта модель после Opel Capitan мне показалась невероятно сложной. Особенно вот эта вот задняя тележка. Но сейчас, конечно, познакомившись с MiniArt, я понимаю, что это довольно простой узел. Но тем не менее, здесь также очень много мелких деталей, тонких элементов, и очень здорово воссоздается механизм подвески. Наверное, это одна из самых непростых моделей от ICM. Пока что предок знаменитого гелика отправляется в наш список и ждет своей очереди. Следующая модель, которая завершена, или правильнее сказать, была завершена, это вертолет Колибри от MiniArt. Почему была? Потому что эта модель немного пострадала во время поездки на выставку. Здесь вот у меня выпал двигатель, отвалилась приборная панель. Я еще также снял верхнюю часть двигателя. Ну и плюс нужно доработать лопасти. Так что моделька эта требует в первую очередь ремонта. Ну а также я смотрю на нее свежим взглядом и вижу, что некоторые вещи здесь можно было бы сделать немного иначе. Ну и, кстати говоря, серия по покраске у меня уже отснята и ждет монтажа. Вертолет улетает в список, а мы идем дальше. Далее, относительно недавняя модель, которая также успела занять место в долгостроях. Это Bantam от MiniArt. Одна из причин, почему я его так отложил, это неудача со смывкой. Как-то меня это обескуражило, и какое-то время я раздумывал, что с ним дальше делать. Но в итоге нашел способ, как все исправить, и теперь я готов его заканчивать. Я так думаю, что все проблемы были не из-за смывки, а скорее из-за лака. Не помню уже, чем я думал, но в качестве глянцевого лака я решил использовать футуру. В итоге со смывкой она вступила в какую-то непонятную реакцию и подпортила мне модель. Смывать всю краску я теперь, конечно же, не стану, но немного поверх покрасить придется. Так что, как и с некоторыми другими моделями, здесь также предстоит работа над ошибками. И, наконец, последняя модель в нашем списке, единственная модель в 24 масштабе, это всем известный DeLorean из трилогии «Назад в будущее». Точнее, модель из третьей части. Очень давно этот проект был начат на моем канале, но с места так и не сдвинулся. Хотя началом это можно назвать с большой натяжкой. По большому счету мне хотелось поближе посмотреть на этот набор, а также показать его вам. Так что я сделал несколько примерок, попытался поставить механизм подворачивания колес на покрышке 50-х годов, и на этом все закончилось. Ну и кроме того, на момент съемки у меня не было даже аэрографа, а красить такую модель кистью это просто несерьезно. Проще было бы оставить его неокрашенным. Но теперь уже оборудованием я располагаю и даже приобрел специальные краски для этой модели. Так что все есть и осталось только делать. DeLorean занимает почетное место в нашем списке, ну а я жду ваших голосов. Признаться, самому очень любопытно, как же все распределится.